Всем добрый вечер. Друзья мои, о том, что ведьмы обращаются к силам, к богам, к сущностям и просят у них сил, помощи, знания, имущества и прочее, и получают, вы об этом уже знаете. Я уже вам показывала алтарные принадлежности, я уже вам показывала, рассказывала о важности этих предметов и о том, что у каждого практика, уважающего себя, который имеет большой стаж работы, да, если уж грубо сказать, большой опыт за спиной, у него постепенно, время от времени, начинают накапливаться предметы культа, предметы силы, древние, значит, артефакты или современные копии этих артефактов. В любом случае предметы, которые со временем усиливаются, вбирают в себя ее силу, которые участвуют в этих ритуалах и постепенно становятся частью ее жизни и переходят из поколения в поколение. Это и есть наследие ведьм. Эти все книги силы, книги теней и прочее. И об этом я уже рассказывала, показывала вам атрибутику алтаря, вы это знаете. Однако есть атрибуты, которые ведьма носит на себе, либо держит у себя дома для защиты своего имущества, для защиты своего дома, для усиления себя, для много чего еще. Но в любом случае это вспомогательная атрибутика, которая не менее важна. Вначале нам кажется, что мы обойдемся без защиты этих вещей, и что не в этих вещах вся тайна, и все дело, и весь секрет, и сила, и где-то мы будем правы. Но со временем, чем старше ты становишься, чем больше энергии ты тратишь, чем больше людей тебя узнает, тем больше ты понимаешь, что тебе нужны вспомогательные определенные атрибуты, которые будут сохранять твою энергию и где-то защищать, то есть экономить твои силы. И эти атрибуты это условно называется защитные, хотя они несут функцию усиливающие нас. Сейчас я вас познакомлю с определенными такими, с некоторым количеством, потому что есть вещи, которые показывать нельзя, потому что это предметы культа, это заговоренные только для меня. Естественно, чужой глаз их видеть не должен. Но то, что можно показать, я вам показываю. Ну, ловец снов, знаменитый мой в виде волка, я думаю, что вы видели, да? Выполняет функцию успокоения, очищения пространства. И действительно это есть. Оно создано для этого. Культура индейцев. Поскольку я говорила, что ведьмы практикуют все направления магии, уважают все силы и пользуются всеми наработанными уже практиками мировой истории. Следующий момент – травы. Вот несколько из этих трав я вам показываю, не буду называть, не стоит. Но эти травы выполняют функцию очищения пространства. Иногда их окуриваю. Там-там. Звук там-тама вызывает определенную силу. Вызывает, не зря перед боем бьют барабаны. Барабаны вызывают агрессивные силы, агрессивных демонов. Смотря какая мелодия. В любом случае воинственность вызывает у человека. Приходят сильные духи, которые помогают человеку. Если мне нужно очистить, конечно, он играется по-другому, но здесь глуховатый звук. Шаманский бубен. Конечно, я не могу в квартире бить в бубен, это понятное дело, и я использую ее очень редко, поскольку я не шаман. Но я еще раз говорю, что ведьмы уважают все направления магии и все силы, которые есть. И если нужно, иногда пользуются этими ритуалами. А теперь плавно перейдем к более таким повседневным вещам. Змея из индийского бука. Эта змея у меня очень давно. Оберег, охраняющий, отводящий злой глаз.
Вот, собственно говоря. Вы видели мою змеюку, да? Это зеркало из обсидиана. Оно может упасть, лучше я так вот положу. Выполняет функцию соединения с потусторонним миром, вообще открывающие порталы. Это для меня очень важная вещь. Это для людей пугающая, для меня порталы открыты очень даже нужная вещь. Меч из обсидиана. Иногда очищаю им пространство. Когда машешь в разные стороны, начитывая, ты очищаешь, значит, вот это пространство очищаешь от ненужных мелких духов, которые прилетели, которых не звали. Эти ритуалы я вам как-то показываю. Это чур или идол. Это старинная штука. Еще, наверное, ну, ему много лет, собственно говоря. Может, 100 где-то. Вот этот чур мне подарили. Это у них лежало в семейной, там где-то у них реликвия. И люди мне принесли, подарили. Честно говоря, я даже не знаю, что за божок это. Но он у меня есть. Это и индуистское поклонение божествам, издающие звуки. Этой рукой неудобно, но примерно показываю. Мелодичный звук. Камни, которые должны быть в доме каждой ведьмы, потому что камни вбирают в себя весь негатив. Время от времени нужно их очищать, мыть. Аметист необработанный. Оникс. Обсидиан снежный. Обсидиан черный. Уголь, который символизирует недра земли, тоже придает силу. Время от времени с этим камнем я могу посидеть, что-то, значит, пробормотать себе под нос и усиливаться, брать силу из недр земли. А потом ее нужно мыть, потому что она вбирает очень часто негатив, может потреснуться и может кусками отвалиться. Камень из места силы. Это из Армении мне привезли. Яйцо динозавра назвали почему-то, хотя динозавров таких маленьких не бывает, но вот так назвали, и мне подарили этот камень. Из очень сильных мест, из горной местности. Там было очень много сражений, там, с одной стороны, это место гибло, это я даже сказала бы, но с другой стороны, она сильная. Для меня энергетика очень схожая, сами понимаете. Марион. Это я иногда ношу ближе к телу. Вообще Марион рекомендуется людям творческим и людям, которые колдуют. Я уже об этом говорила, уже рассказывала про Марион. У меня несколько Марионов различных. Вот это еще, значит, ожерелье из Мариона, которое нужно носить на теле. Усиливает, он вбирает всю негативную энергию, усиливает. Очень сильно дает силу. Вот после работы иногда вечером я беру и на себя цепляю, Марион ложусь и чувствую, что мне становится легче. Место, где, значит, камни на теле ложатся, там иногда может вот такое ощущение ожога образоваться. Правда, это не ожог, быстро проходит, но в любом случае они настолько вытягивают изнутри тебя вот эту всю обессиленность и дают силу. Необработанный горный хрусталь. Он вообще-то усиливает, знаете как, он больше дает энергию, правда, на время, ненадолго. Марион, конечно, сильнее. Далее, жезл. Иногда очень легко жезлом направлять в разные стороны то, что ты заговариваешь и говоришь. Жезл – это как продолжение твоей руки. Он сделан из дерева специально для того, чтобы из живого материала быть, чтобы продолжал твою руку. Вот так. Это горный хрусталь. Жезлом можно просто направлять, вот очищая человека, вот так сверху вести рукой, ну и жезлом, чтобы немножко обезопасить себя, потому что мы вбираем негатив от людей настолько много, что не грех иногда и, как бы, знаете, думать о себе. Так, это у нас браслет Вуду. Это из меди, из разных камней, разных символов Африки, символов всех божеств, богов. В общем, это, когда я провожу ритуал Вуду, очень удобно, надежно носить. Почему? Потому что духи узнают символику, которую использовали их жрецы испокон веков и много тысячелетий. Но потом, конечно, с появлением христианства здесь еще и крестик появился.
Так, пойдем дальше. Вот это зеркальце. Такие зеркала носили на груди, когда очищали, снимали страшные вещи, снимали смертную порчу, иногда зеркало трескалось. Потому что зеркало отражатель. Люди, которые снимают перед зеркалом какие-то ритуалы, на самом деле мне смешны, потому что ритуал может не получиться. То есть ритуал не получится, если человек перед зеркалом его снимает. Отражающий предмет отражает тебя обратно. Если говорить, что смертную порчу делают перед зеркалом, значит, этот человек на себя берет весь этот негатив. Даже если он не умеет колдовать и он занимается фигней, в любом случае он себе портит. Он портит свое здоровье, потому что вы же понимаете, что то, что ты говоришь, это все обратно вот с этой стороны идет на тебя. Поэтому ни один разумный человек, разбирающийся в магии, возле зеркал не колдует. Вогнутое зеркало. О вогнутых зеркалах я расскажу как-нибудь. Они обладают огромной силой. Они усиливают у людей, обладающих ясновидением, ясновидение, они действительно усиливают и ее держат возле третьего глаза. Она специально сделана так круглой формы. На лоб ложишь и ложишься. Третий глаз усиливает. Говорят, что даже у Нострадамуса было зеркальное яйцо, куда он заходил, садился, через несколько часов выходил и писал свои пророчества, что в этих зеркалах они были видны. Помните, в детстве мы любили из машин вытаскивать вот эту вот штучку, которая похожа на вогнутое зеркало. Я не помню, как она называется, но есть там, где прожектор, что ли, вот, или фара, да, фара, наверное, скорее всего. И изнутри оно вогнутое зеркало. И мы там смотрели, видели всякие изображения, нам это нравилось. Вот это на самом деле опасная игра, и действительно там является определенная сила, пробуждает какую-то область мозга, открывает какую-то часть мозга, которая отвечает за ясновидение, за фантазию, за усиление, значит, видение того, что закрыто-сокрыто. У людей, у которых нет силы, нету всего этого перечисленного, да, всего лишь просто может нарушение психики быть. У людей ясновидящих оно может усиливаться. Время от времени мы подпитываем свой третий глаз, грубо говоря, вогнутым зеркалом. Оно усиливает ясновидение. Просто дает новые силы, дает новые возможности, открывает новую грань снова. В зеркало вогнутое можно смотреться, но не более 5 минут. Дальше уже невозможно. Глаза слезятся, просто голова кружится, может несколько дней вам быть очень плохо. Они обладают определенными способностями, не только мистическими, но и, значит, физики. Какие-то эксперименты проводили в северных районах, делали огромные вогнутые зеркала, и люди по ночам видели какие-то летающие тени, боялись. В общем, они потревожили какие-то пласты. С зеркалами очень нужно быть осторожнее, поэтому с зеркалами не шутите. Далее. Значит, черный жемчуг, который можно время от времени носить, а потом нужно мыть под проточной водой. Почему? Потому что оно точно так же вбирает негатив. Начинает голова, значит, такое гореть, начинается тепло по вискам, то есть восстанавливается состояние кровообращения головного мозга, потому что мы действительно очень сильно устаем с людьми. Далее. Камни. Камни разных видов, разных. В основном кристаллы, желательно кристаллы очень усиливают пространство. Если есть возможность, купите, значит, эти фонтанчики маленькие домашние. Они создают круговорот дома, круговорот энергии. Вы включаете, энергия начинает оживляться, вы оживляете пространство. Следующий момент. Значит, то, что мы носим на себе, символы, которые со временем усиливаются, чем больше вы в них ритуалите, чем больше вы в них колдуете, чем больше вы с ними работаете и прочее, тем больше они вбираются энергетики. Их даже заговаривать особо не нужно, потому что они уже изначально усилены вашей силой, вашей энергией, этими ритуалами, вот этой атмосферой. Вот череп ворона, который я ношу, когда иду на кладбище. Ну, не всегда, иногда забываю, конечно, сапожник без сапог, всех учим, сами иногда забываем, но в любом случае желательно носить.
Да, кстати, монеты старинные, которые нам приносят, это мне подарили. Это питерская старинная монета, заговоренная на деньги, на имущество и так далее. Притягивают очень много. У всех уважающих себя мастеров, дорогие друзья, за время накапливается огромная коллекция всякого-всякого. Почему? Потому что если ты действительно колдуешь, где-то тебе дарят, где-то ты приобретаешь, где-то ты находишь, где-то тебе приносят, оставляют, где-то... И все это накапливается со временем, с годами. У тебя уже огромная коллекция и камней, и, значит, жезлов, и всяких символических, там, и старинных там чуров или, значит, кумиров. И все такое. Это, конечно, ценность как таковой не составляет, но составляет магическую ценность, и очень сильную. Со временем это просто станет очень бесценной атрибутикой и артефактами точно так же, потому что артефакты точно так же много тысяч лет назад принадлежали какому-то колдуну. Правильно? Значит, далее. Перстни, которые заговоренные точно так же для работы, для того, чтобы они нас защищали. Граната. Я уже особенности камней объясняла, не буду возвращаться. Этот перстень я использую обычно, когда делаю, значит, вообще общение с духами и прочее, прочее. И обычно я одеваю этот перстень. Не нужно одевать много чего отражающего на себя. Это не нужно. Это может очень сильно испортить и навредить ритуалу. Но что-то такое заговоренное, сильное можно носить с собой. Мой глаз дракона, аметист. Султанат камень и перстень султан или Сулейман, по-разному его называют, в любом случае. То есть это те перстни, которые я чаще всего ношу во время ритуалов. Это в основном ритуал подчинения, там, на почин, на вязание мыслей, прочее, прочее. Это вот усиливает вот это. И я знаю, которые из них лучше носить в какое время. То есть при каком ритуале. Они приучены к этим ритуалам, к этим энергиям, лучше их не путать потом. Та самая хваленная мандала, которую все лепят из, значит, этих искусственных бумажных денег. Вот она на самом деле. Вот этот символ, это мне подарили. Основное количество здесь подаренные мне вещи, потому что люди знают, что мне нравится, иногда спрашивают, иногда говорят, вы знаете, мы там оставили вам, значит, подарочные карточки, пожалуйста, поезжайте и возьмите все, что вам нравится, мы не знаем, что вам подарить. Я иду, действительно беру то, что мне хочется. Собственно говоря, Лилит. Ну, вы все знаете нашу черную Лилит, дьяволицу, демоницу, богиню Лилит. Я ее ношу, когда мне нужно куда-то поехать. Очень сильная защита для меня лично. Я вам еще раз говорю, я не акцентирую внимание на защиту камней, металла и прочее. Но со временем, когда ты часто носишь, когда ты пропитываешь их своей энергетикой, они становятся действительно амулетами и защитой. Если кто-нибудь другой будет носить, это принесет ему несчастье, ничего хорошего не принесет, потому что она пропитана моей энергетикой. Пентаграмма на колдовском языке. Вокруг написано то, что вам знать не очень положено. Вот это тайный язык, собственно говоря. Я говорю, что не у всех народов есть алфавит, а у колдунов есть свой алфавит. Это было придумано в годы инквизиции для того, чтобы скрыть свои знания. И знали этот язык избранные. Сейчас, конечно, она более доступна, и я могу, например, свое имя написать на этом языке. Кстати, если написать и носить это для ведьм, да, оно очень, конечно, усиливает тебя где-то. Мы должны не пренебрегать вот всем этим. Почему? Потому что, конечно, можно и без этого жить, если ты живешь на природе, если ты каждый день выходишь там в поле, в горы, набираешься сил, но если ты живешь в городе и выходишь здесь кругом асфальт, тебе нужна подпитка силы. И подпитка силы – это вот те символы, те древние знаки, которые вбирают определенную энергию. Эти узоры, эти знаки вбирают определенную энергию. Люди это знали, это было испробовано, это было испытано веками. Поэтому они их изображали, делали, лепили там, и носили. Вот причина того, что они работают и помогают. Так, великая богиня. Символ вы видели, да? Вот серебристая она там стоит. Так, костер судьбы.
честно, очень люблю эту подвеску, но в последнее время боюсь носить, уже не ношу. Обязательно, как только я ее ношу, ну, не скажу, что что-нибудь плохое случается, но огромные затраты какие-то. Это очищающий костер судьбы. То есть я расплачиваюсь сразу за что-то непонятно, поэтому я перестала ее носить. Просто перестала, она лежит у меня и все. Бафомет. Обычно я, когда ее ношу, у меня начинается накапливаться черная энергетика, я зверею просто. И я беру бафометы тогда, когда мне нужно сделать нечто такое, я в сомнениях. Я ношу, минут через 15 я уже все делаю на одном дыхании. Кадуцей. Вот символ. Откройте, почитайте, не буду долго говорить об этом. Не хочу, чтобы детки там просматривали и тоже себе лепили это все. Но сами знаете, какой это знак. Трехликая Геката Тривия, 3 ипостаси женщины, Луны, в общем, значит, девица, мать, старуха. Та же самая Геката, только она изображена уже в древнегреческом стиле. Геката, она в основном очень подходит, если вы делаете черные дела, если вы куда-то собрались ехать темной ночью, вот ее. Дитя богов. От опасности этот символ. Еще раз вам говорю, нужно усиливать их, нужно носить для того, чтобы уже быть уверенным, что они сильные, они уже пропитаны вашей энергией или начитаны и так далее, и тогда уже они составляют ценность, а так они просто украшения. Волк Гекаты, волк, поющий дифирамбы Луне, волк – символ многих народов мира, в частности и Кавказа, проводник между нами и миром духов. Лучше волка, вообще символ волка, брать с собой или носить, когда идешь на кладбище. Геката Тривия, то же самое, девица, мать и старуха. Цернун или Кернуниос. Лилит в древнешумерском изображении, оригинал, то есть так, какой она была изначально изображена. Это открывающаяся штучка. Внутри помещается маленький заговор защитный. Но его я показывать не буду. Пентаграмма. Опять же, символ волка, восхваляющий Луну. Это Вастерджи, герой аланского народа, бог аланского народа. Это мне подарила моя близкая подруга, человек, которого я люблю, уважаю. Она осетинка, и как-нибудь я покажу с ним ритуал. Хотела как-то заказать статую его, но не могу найти. Вообще у осетин носят его только, мужчины или воинственные сильные женщины. Когда пьют за него, когда его восхваляют, женщины не должны быть за столом. Настолько это строгий бог и, значит, покровитель. Его потом соединили с образом святого Георгия. На самом деле это аланский бог. Вообще у осетин своеобразное христианство, точно так же, как и у армян. Перемешано именно языческими традициями. Поэтому народ воинственный, древний, и его духи и боги, конечно, сильные. Скажу, что несколько раз он спасал меня очень сильно в моей жизни, поэтому я уже испытала на себе силу этого божества, и я поняла, что он меня принимает. Когда она подарила мне его, она нашла драгоценное кольцо, неожиданно причем. Это был символ. Ее как бы благодарили за то, что она подарила мне. То есть она немножко сомневалась, боялась, вдруг мне станет плохо, за меня переживала. Я сказала, что все хорошо, собственно говоря. Итак, дорогие друзья, по-моему, я ничего не забыла показать вам. Это вспомогательная атрибутика ведьм, которая необходима и нужна в течение времени
ведьмы стараются носить из естественных камней, естественных металлов. Вот эти латуневые, либо, знаете, алюминиевые штучки очень принято носить, они не носят, не носители силы, они не вбирают в себя никакую силу, потому что они не благородный металл. А боги и духи любят, когда их символы носятся, то есть изображаются в благородном металле, в драгоценных камнях, или хотя бы полудрагоценных, или хотя бы естественных. Поэтому точно так же старайтесь за жизнь собирать, постепенно собирать коллекцию камней и всего-всего. Эти все предметы будут усилены вашей энергией настолько, что со временем вы почувствуете от них просто очень сильную отдачу. Они вас не просто будут охранять, они будут усиливать, они будут давать определенные идеи. Иногда бывает дома такие снятся сны, такие снятся. Это проводники, понимаете? Чем больше вы уделяете внимание мелочам, можно сказать, хотя это не мелочи, но в любом случае это мелочи по сравнению с алтарными принадлежностями. В любом случае, если вы будете уделять внимание этому всему, если вы будете подходить к делу творчески, с уважением, отдача будет огромная. И вы сами почувствуете, что они практически за вас делают вот всю вашу работу. Вы что-то начинаете, пространство усиливает это в 100-й раз. Пространство делает все, чтобы это получилось. И получается так, что вы просто, знаете, без особых усилий, правда, идут от нас силы, не скажу, что это ерунда, но без таких прям сильных потугов, скажем, у вас получается сделать то, сделать это человеку за миллион километров от вас. По фотографии, по имени и прочее. Это потому, что вы постепенно усилили пространство вокруг себя. Вы усилили себя этими культовыми предметами. Вы усилили свою связь с богами, потому что из уважения к ним вы носите их символику и прочее, и прочее. Это все нужно. Если человек хочет в данной профессии, значит, состояться, он должен в этой профессии быть либо профессором, либо никем. Могут быть рядовые плотники, рядовые сантехники, но не может быть рядовой ведьмы, понимаете? Не может быть рядовой какой-нибудь, не знаю, видящий там какие-то знаки. Это невозможно. Либо ты должна быть и медиумом, и ясновидцем, и ведьмой. Ты должна знать и многие направления колдовства, ты должна иметь символику, ты должна иметь алтарь, ты должна иметь это все, либо ты не должна этим заниматься вообще. Потому что алтарь состоит именно из культовых предметов, из стоящих вещей, из вещей, представляющих символику богов, из вещей, усиленных твоей энергией за много лет, вещей, изображающих духов, вещей, которые из разных стран мира привезены. Со временем тебе это дают. Тебе дают, если ты относишься фанатично, с любовью к своей работе, тебе это все дается. Оттуда все дают. Поверьте мне, что много лет назад я тоже бы не представила, что у меня будет столько, значит, алтарных предметов, предметов культа и прочее, прочее. Мне постепенно это дали, когда увидели мое рвение. То есть хочу вам сказать, что если вы... Я не призываю колдовать тех, кому это не надо, и кто не имеет отношения к этому всему, но те, которые давно уже в ремесле, и которым нужно какое-то направление, какая-то подсказка, вот я вам говорю, постепенно собирайте нужные вещи. Вам принесут. Вы захотите только, и силы вам их дадут, я вас уверяю. Через людей будут давать. Очень часто бывало, что мне что-то нравилось, я хотела. И я не говорила здесь никому. И человек приходил ко мне и мне дарил. И говорил, вы знаете, вот я посмотрела там, мне так понравилось, я захотела вам подарить. У меня аж трясучка от неожиданности. А потом я к этому привыкла, что силы, они слышат меня, мои мысли, желания и выполняют. Пространство начинает тебе служить. Дорогие друзья, в этой профессии нужно быть профессором. Это единственный выход, скажем так, смириться и работать. По-другому никак нельзя. Так что удачи, всех благ. И если будут вопросы, конечно, напишите под роликом.